Наверняка тебе надоело, что в отношениях с женщинами у тебя происходит один и тот же повторяющийся сценарий. Начало отношений. Все хорошо, прекрасно и идеально. Через какое-то время начинаются претензии со стороны женщины, какие-то скандалы, ссоры. Она плохо к тебе относится. И по итогу всего этого она уходит. Аргументируя это тем, что вот чувства угасли. Или появился другой мужик. И все это повторяется по кругу. Надо сказать, это очень сильно разочаровывает и убивает твою самооценку. Ведь ты хороший мужчина, который старается. А кто-то вообще ничего не делает. И почему-то отношения не разваливаются. Женщина не уходит, терпит. Еще и все для него делает. Ну как-то несправедливо, что ли. Я нашел способ, как изменить поведение женщины, которая утратила интерес к тебе. И начала портить ваши отношения своими претензиями и непозволительным поведением. Как сделать так, чтобы она вот как в начале любила, боялась потерять. Я даю сейчас инструмент, а пользоваться им каждый решит сам. В поисках ответов ты наверняка штудировал интернет и находил как будто бы верные ответы на свои вопросы и решения. Кто-то говорит, что да дело все в том, что ты просто много уделяешь женщине внимания. Ты дал переизбыток его. А ведь нужны определенные дозировки, пропорции. Во всем нужен баланс. И так, если задуматься, действительно правда. И зерно истины в этом есть. Но одновременно с этим ты понимаешь, что внутри все в тебе сопротивляется этому. Ведь ты такой, какой есть. Ты хочешь отдавать тепло женщине, которую любишь. Просто хочешь, чтобы она была счастлива. Вымерять какие-то там дозировки, что? Ну хорошо, другой совет. Вот если женщина ведет себя деструктивно, хулиганит в отношениях, неуважительно к тебе относится, ты просто возьми да уйди. И тоже как будто бы да, логика в этом есть, все правильно. Но это хорошо, когда отношения только начинаются. А обнулять 5, 10, 15, 20 лет отношений. А ведь это часто брак, дети, совместное имущество. Не так-то и просто. Во-первых, важно понимать, друзья, что тебя бросают не из-за того, что ты дал какой-то переизбыток себя, перекормил женщину хорошим отношением. Это, конечно, важный фактор, который обязательно нужно учитывать для сохранения баланса значимости. Но он же не является, так сказать, спусковым крючком, который влиял бы на разрушение отношений. Не является. Ведь нормальная женщина, она всегда ценит твои старания. Она отдает вдвойне. Потому что ее главная цель – сделать ваш союз крепче и стать ближе. Но для проблемной барышни, а таких сегодня большинство, и далее я буду говорить именно про них, тут все иначе. И цель другая. Это извлечь из отношений побольше эмоций. Потребить как можно больше гормонов удовольствия, дофамина. А следовательно, вот это чувство влюбленности и состояние покорности, которое было в начале, она способна испытывать с мужчиной, который ей дает этот дофамин. Почему в начале отношений всегда все хорошо? Давайте задумаемся. Ведь очень часто мужчина неосознанно, случайно становится вот этим лидером. Абсолютно рандомно наделяется вот этой властью над женщиной. И занимает сильную позицию. И как следствие женщина кайфует здесь. Она получает эти эмоции. Ты сам, не осознавая того, кормишь ее вот этими гормончиками удовольствия. Хорошо. Вспомни, как оно было-то. Поначалу она сама что-то там названивала, звала навстречу тебя. Окей, у тебя появилось свободное время, и ты подумал, ладно, схожу, все равно вечер свободный. И ты встретился с ней. Потом еще раз, и еще. И потом, сам того не заметив, у вас уже отношения. А потом, ладно, что, давай съедемся. Ты ощущал себя хозяином положения на все 100%. И на самом-то деле не осознавал, что просто плыл по течению. И все это время женщина смотрела на тебя влюбленными глазками. Уважительно с тобой общалась, сглаживала недопонимание, подстраивалась и в рот заглядывала. И была счастлива. Давайте будем честны, вот в этот период, в принципе, тебе на девушку-то и пофиг. Ты не стесняешься, можешь и голос повысить, и нагрубить, и отменить встречу, отменить запланированную поездку в последний момент. И поехать с друзьями в баню пить пиво.
Тебя не парило, что она подумает об этом. Ее мнение не важно. То есть, будучи в этой сильной позиции, наделенный этой властью, ты незаметно для себя просто растрачиваешь ее впустую. И при этом потихонечку залипаешь на родную. Ведь к хорошему отношению, к этой покорности привыкаешь. Это приятно. Ее ценность растет. Просто пока ты этого не понимаешь. То есть интересная такая происходит штука. Ты вроде как бы и обесцениваешь все старания женщины, всю ее любовь, вложения. И одновременно с этим ее значимость завышается. Но ты этого не замечаешь. То есть по факту ты больше и больше залипаешь на нее. Вовлекаешься во всю эту историю. Оно есть в твоей жизни, но одновременно с этим это не важно. Ну, это, если провести аналогию, то же самое, что человек, у которого есть деньги, говорит, что, ну, я думаю, часто слышали фразу от какого-нибудь миллиардера, в интервью он дает: деньги не важно. Деньги это не главное, говорит он. И я думаю, каждый из вас, когда смотрел подобное интервью, задавался вопросом: да что ты, черт подери, такое несешь? Я бы посмотрел на тебя, если бы тебя лишили всего твоего состояния. Какие бы песенки бы ты запел. И вот здесь, друзья, происходит переломный момент, который меняет все. Который меняет тебя и девушку ролями. То есть происходит так называемая инверсия доминирования. И что самое смешное, это происходит случайно, как правило. Неосознанно. То есть женщина вдруг забыла позвонить, хотя вы договаривались. Или задержалась с работы, а ты ее ждал. Или в последний момент отменила встречу. И все, ты поплыл. Ты поплыл. Ты сам и не заметил, как начал вкладываться и закармливать роднулю своей вдруг проснувшейся, не пойми откуда взявшейся любовью, ревностью, начал подстраиваться. И казалось бы, она должна быть рада, ведь она начала получать от тебя шаги, те действия, ту любовь, о которой, собственно, мечтала, вот этой взаимности с нашей стороны. Или все-таки нет? Так ли это на самом деле? А хотела ли она получать от тебя эту любовь? Это интересный вопрос. Ведь дальше начинает происходить то, к чему ты был не готов. Роднулю почему-то вдруг, неожиданно, начинает все что-то не устраивать. Какие-то претензии появляются. То не так сделал, то не так сказал. То есть начинает обесценивать все то, что ты для нее делаешь. Начинает гадить в отношениях. Спросишь, почему? А потому что ты был интересен только до того момента, пока был не подвластен ей. Пока у нее работал этот инстинкт на завоевание тебя. И она была в слабой позиции. А ведь только в слабой позиции женщина способна испытывать чувства. Она сама хочет вкладываться. Она сама хочет все делать для тебя. Женщина хочет любить сама. Вспомни начало. Ты ничего не делал, и она бегала. А сейчас ты весь мир бросаешь к ее ногам, а она плевать на тебя хотела. Ну а дальше этап подготовки к уходу. Девчуля понимает, что чувств нет, не люблю, надо бы потихоньку сруливать, готовиться к этому. Ведь дофамина я уже не получаю. И не важно, что у нас брак, и не важно, что у нас дети, эмоции на первом месте. Но поскольку в последнее время ты весь такой хороший и пыжишься ради нее, и тоже как-то выглядеть для себя плохой не хочется. Соответственно, нужно переложить эту ответственность за развал отношений на тебя. И на помощь здесь приходят провокации, которые в свою очередь приведут к выгодным для нее твоим ощущениям, а следовательно и нужным реакциям. Какие плюсы, друзья, для женщины во всем этом? Потому что все эти манипуляции, они меняют твою карту реальности, ослабляют убеждения и занижают самооценку. Удобно? Удобно. Ведь девиз здесь простой. Чем менее критически ты мыслишь, тем лучше. Женские провокации, как правило, делятся на два основных типа. Это действия, которые направлены на то, чтобы вызвать у тебя чувство вины. И второе, чтобы сформировать комплекс неполноценности. Давай возьмем, например, провокацию на злость. То есть вспомни ситуацию, когда ты выходил на эмоции. То есть как происходит обычно. Сначала идет недопонимание легкое, то есть даже не ссора еще, просто столкновение мнений. Как ведет себя нормальная женщина, пригодная для отношений. Ее задача, ее главная цель – это спокойствие, это гармония в отношениях, чтобы все было хорошо у вас. И как следствие, что?
она пытается быстренько прийти к разрешению этого вопроса, да, который у вас возник. Если по каким-то причинам сгладить не получается, не удается, то быстренько подстраивается. Это ведь лучше, чем накалять обстановку и подвергать отношения риску. Ведь все это для хорошей девушки очень ценно. Это главная ее мотивация. Проблемную же барышню, которая руководствуется преимущественно эмоциями, такой расклад не устраивает. Ведь ее цель как раз таки наоборот. Разрушение отношений, если она этих эмоций не получает. Во-первых, она это недопонимание создаст сама на ровном месте. Я думаю, каждому знакомы вот эти абстракции по типу «ты не уделяешь мне внимания», «недостаточно времени» или «начал разбрасывать носки по дому». А потом она подливает масло в огонь, эгоистично отстаивая свою правоту. Она раздувает конфликт и подменяет понятия. И вот участвуя вот в этом всем, мужчина часто совершает ошибку, вступая в эту полемику, вступая в это противостояние, что изначально бессмысленно, ведь женщина, она от природы вот эмоционально более стойкая. И на твой логический довод она найдет 5 абстрактных аргументов. Это то же самое, что объясняться с иностранцем, который не понимает твой язык. Да, вы покричали друг на друга, никто ничего не понял, но ты понимаешь, что изрядно устал от всего этого. Так и здесь вы будете спорить до тех пор, пока ты не устанешь. А когда ты устанешь, твое терпение лопнет, ведь оно не безгранично. И ты сорвешься, ты вспылишь, психанешь, накричишь на женщину. Да делай ты уже все, что хочешь. Мне надоело об этом говорить, скажешь ты. Оскорбишь ее или того хуже дашь пощечину. И что произойдет? Конечно, девушка обидится. Она обидится. И вот она час дуется, 2 дуется, сутки ходит с грустной миной. То есть начинает намеренно создавать напряженный климат в отношениях. В таком напряжении, я думаю, каждому мужчине находиться долго просто невозможно. Это невыносимо. Хочется куда-то уйти. И поэтому что? И поэтому ты идешь мириться. Ты думаешь, ладно, уж извинюсь, главное, чтобы все это кончилось. И все было снова хорошо. Все, ты идешь извиняться. А извиняется тот, кто испытывает чувство вины. И не важно, что в этом всем виновата сама женщина. Потому что довела тебя до такого состояния. А важно то, что здесь ты проиграл. Баланс значимости смещается. И ты шагаешь в слабую позицию уверенным и задорным шагом. Давайте еще сюда добавим провокацию на чувство вины. Она называется «пробить на жалость». Я думаю, многие догадались, что я имею в виду. То есть здесь примерно все то же самое, что и в первом варианте. Только в конце девушка не обидится, а начнет плакать. До слез довел роднулю. Ух ты, абьюзер, как потом скажет ее подруга. Это очень эффективная тактика для проблемной женщины, которая не хочет принимать решения, а хочет манипулировать. Ведь при виде женских слез у большинства мужчин срабатывает вот этот инстинкт как-то пожалеть, успокоить, да, приголубить, погладить по головке. То есть вызывает жалость. И вот это чувство, что, я виноват. Вот из-за меня женщина плачет. Разум затуманен. Неважно, кто прав, кто виноват. Идет мириться, идет просить прощения. А на самом деле она довела себя до слез сама. А гиперэмоциональная, проблемная барышня даже испытывает удовольствие от этого. Получает своеобразный кайф, дофамин тот же. Ведь это драма. Это вот такие переживания, эмоции какие. Я думаю, многие из вас замечали, когда после бурной ссоры с женщиной потом наступает период, когда она ведет себя очень хорошо, покладисто. Ты ощущаешь от нее эту теплоту, что она тянется к тебе. У вас яркий интим после этого. Да, потому что она подзарядилась этими эмоциями. Но важно не это, а важно другое. Что после того, как ты идешь ее успокаивать, мириться, и как будто бы потом у вас период, когда все хорошо, это не отменяет того факта, что баланс значимости еще сильнее нарушается. И следующая ссора будет сильнее. Потом девчуля не просто будет плакать, она еще и обидится. А потом она станет более холодной. А потом скажет, что мне надо подумать, я поеду к маме. Ведь для получения все большей дозы эмоций ставки необходимо повышать. То есть что надо нам здесь понимать? Вот эта провокация на жалость, что девушка нас хочет прогнуть. Ведешься сам своими руками, подчиняешь себя женщине. И уважение к тебе начнет падать. Следующая провокация, которая нацелена на то, чтобы вызвать у тебя комплекс неполноценности. Что это? Это когда ты думаешь, что с тобой что-то не так.
что ты какой-то не такой, как настоящий мужчина. Ты другой, ты странный какой-то. То есть здесь действия основаны на сравнении тебя с кем-то. Но хочу сделать акцент сейчас не на прямом сравнении, когда женщина говорит, что, ну, например, вот муж моей подруги купил ей шубу, а ты мне нет. Поэтому он молодец, а ты плохой. Это и так понятно, это вопиющий случай, и терпеть этого, конечно, ни в коем случае не стоит. Если ты хоть маломальски себя ценишь и уважаешь. Здесь интересен другой вариант, более опасный. Это завуалированное сравнение. Почему оно более опасное? Потому что преподносится тебе, ну, как бы просто так в разговоре, к слову. Ну, давай сразу пример. А вон Наташкин-то муж, ну, подруги, путевку им купил. Этим летом поедут отдыхать на Мальдивы. Классно-то как. Повезло и завидую. Или, а вон у Ленки-то ее цветы вон дарит почти каждый день. Ничего себе. Классно-то как, наверное. Ну, чувствуешь? Как будто бы просто женщина с тобой, ну, поделилась своими наблюдениями. То есть к тебе вопросов нет, к тебе претензий нет, как будто бы. Но внутри ты чувствуешь этот дискомфорт. Как будто кошки нагадили. Начинаешь загоняться, в голове появляются мысли, что это не могу себе позволить подобные мероприятия и подарки. Наверное, я какой-то не такой. Что со мной не так? Комплекс неполноценности появляется. Но предъявить ей это ты не можешь, потому что напрямую она тебя в этом как бы и не упрекала. Она просто посеяла зерно, а дальше ты сам себя будешь бичевать. Есть еще более наглые случаи, когда девушка приводит в пример бывшие отношения или бывшего мужчину. Например, а вот мой бывший вот делал для меня вот то-то и то-то. Да. Или, а вот в предыдущих отношениях я привыкла, чтобы ко мне относились вот так-то и так-то. И снова у тебя появляется ощущение, что с тобой что-то не то. Что ты не так все делаешь или делаешь неправильно. К чему по итогу тебя этот комплекс неполноценности здесь приводит? Конечно же, к желанию компенсировать это. Доказать женщине, что все-таки ты там условно настоящий мужчина. И ты начинаешь все делать, вкладываться, угождать, закрывать все эти нелепые хотелки, думая, что роднуля это оценит, ведь она об этом говорила. Но это иллюзия, друзья. Ведь ее цель здесь — это подавить критическое мышление и исказить твою картину мира. А это легко сделать через понижение самооценки. Давайте еще сюда добавим провокацию на ревность. Тоже очень распространенная проблема. Тебе также это будет преподноситься как обстоятельство, которое от женщины не зависит вовсе. Но она обязательно тебе об этом расскажет в подробностях. Ну, я вот ехал сегодня в метро, никаких поводов не давала. Ну, только она не говорит, что была одета в короткой юбке и с глубоким декольте. Ну ладно. В общем, я ехала себе, никого не трогала. И тут какой-то парень со мной знакомился. Он был так настойчив. Но я, как ответственная девушка, я ему сказала, что у меня есть отношения. Я его отшила. Он был настойчив, очень настойчив. Но я вот не поддалась. Или, дорогой, прикинь, мне вот бывший что-то объявился, написывает. Ну, противный такой, надоел уже. Я ему уже 10-й раз объясняю, что не хочу общаться. А он все равно продолжает. Ну, дает. А то, что она сама дает повод этому общению быть, отвечая ему, да, на его сообщения, на любые. Как-то это умалчивается. Или что там еще? Слушай, дорогой, мне уже второй день на работу доставляют букеты красивые цветов. Прям видно, что дорогие. Слушай, это не ты случайно? Ну вот что-то в этом роде. Нередки более возмутительные ситуации, когда девушка уже не стесняется драконить твое психическое состояние, вот это равновесие целенаправленно. Например, она скидывает фотографии, где находится в незнакомом месте, в незнакомой компании. Ты видишь на фотографии, что это какой-то ночной клуб или ресторан. И, как правило, это происходит после ссоры, когда девушка не просто обижается, а начинает мстить тебе, ощущая это моральное преимущество и заставляя тебя стрессовать еще больше. А если стрессуешь, подтверждаешь свою слабую позицию. Ошибка здесь распространенная, друзья, это вовлекаться в это, выяснять причину, обсуждать, а где ты, а что ты, а почему ты. Становиться учителем и объяснять, как правильно отшивать парней.
Слушай, а ты вот скажи ему, что у тебя есть муж, и тогда он отстанет. Ну, ты думаешь, нормальная женщина не понимает, как дать понять, что с ней не надо знакомиться? Ты думаешь, если ты подскажешь роднуле, как правильно отвечать бывшему парню, чтобы он отстал, твоя ценность как мужчины будет снижаться? Будет ли нормальный человек этим заниматься? Да нет, конечно, у него своих забот хватает. Из всего вышесказанного, друзья, какой есть выход? Если женщина начала деструктивно себя вести в отношениях, неуважительно к тебе относиться, это сигнал. Это сигнал, что ей не хватает эмоций для того, чтобы быть паинькой. Ну, как в начале. Почему? А потому что ты из лидера, случайного, но все же, из этой сильной позиции попал в слабую, ведомую и перестал давать дофамин. А значит, влечение к тебе угасло. А для того, чтобы начать вызывать интерес, соответственно, нужно изменить свой вот этот сложившийся паттерн поведения неверный и свои реакции на женские провокации. И общий принцип здесь такой. Мы понимаем, что женщина хочет от нас получить, и не даем ей этого. Например, девчуля рассказывает, что с ней кто-то знакомился там на улице. Не даем реакции. Просто можно промолчать или сменить тему разговора. Даем четко понять, что нас это абсолютно не трогает и не волнует. И этим подтверждаем свою сильную позицию. Наша ценность будет расти. Или говорит, а вот у подруги муж-то для нее сделал вот то-то и то-то. Не даем реакцию. Можно ничего не говорить. Боишься, что будет выглядеть нелепо? Лучший вариант – сменить тему. Все, да, серьезно. Слушай, у нас там продукты закончились, я, наверное, съезжу, подкуплю что-нибудь. Женщина понимает, что тебя это не волнует, тебя это не тревожит. Это не выбивает тебя из эмоционального равновесия. Ты не загоняешься по этому поводу. А значит, уверен в себе. Влюбленность повышается. Девушка обижается, девушка плачет. Не даем реакцию, занимаемся своими делами. Подуется, подойдет, и ты увидишь ее более ласковой. Затевает конфликт, не вступаем. Повышает голос, начинает неуважительно грубо общаться. Можно сказать, слушай, я не готов с тобой в таком тоне общаться, давай ты успокоишься и потом подойдешь. Женщина подсознательно считывает, ага, он не стрессует, он спокоен. Да? Подтверждаем сильную позицию. При этом всем ни в коем случае не забываем про принцип соразмерности. То есть здесь уже другая крайность. Если женщина чересчур жестит, гадит, переходит все границы допустимого поведения, да, в отношениях, последствия должны быть соответствующими и радикальными. Скидывает фотографии с какого-то клубешника в непонятной компании с непонятными мужчинами, хотя ты до этого давал понять, что тебе все это не нравится, и ты вообще против этих дискотек и корпоративов. Либо она берет тебя на понт, угрожает тем, что завершит отношения и уйдет, или даже намекает на это. Или идет прямое сравнение с другим мужиком. Например, а бывший тому дарил цветы, а ты не даришь. И если она уже не стесняется все это проделывать, то здесь нужно принимать соразмерные меры. И внутри отношений, как правило, это не исправить. Нужна полная реанимация этих отношений. Через игнор, либо дистанцирование. И именно так женщина вновь испытает к нам чувства любви, эмоции, те, которые были в начале. У кого-то может возникнуть вопрос, ну вот мы столько лет вместе, она меня как облупленного знает. Если я сейчас резко буду менять свою модель поведения, резко давать несвойственные для себя реакции и на провокации те же, но это ведь будет неестественно, и, скорее всего, женщина не поверит в это, и это еще больше ее разозлит, и еще сильнее раздуется конфликт. Да, вполне вероятно, так и будет. Ну а что, мы куда-то торопимся? Ну если уже у тебя семья, если вы 20 лет вместе, ну, принимать какие-то жесткие радикальные решения и начинать дистанцирование или игнор, ну мы это всегда успеем сделать. Но попробовать постепенно изменить свое отношение к этому деструктивному поведению жены и, так сказать, выехать на этом, улучшить свои позиции, шансы всегда есть, если мы правильно будем это делать. И совет всем мужчинам, которые только начинают встречаться с женщиной, приглядываются, а то ли это, да, чтобы вступать в ней в что-то долгоиграющее. И ты видишь, что она уже начинает манипулировать.
откажись от нее, потому что дальше будет хуже. Вот если спросить меня, на старте, при любой из этих провокаций, которые мы сегодня разобрали, если бы я это увидел, я бы уже задумался о целесообразности дальнейшего пути с данной барышней. Потому что когда вы поженитесь, когда пойдут дети, если уже на старте какая-то непонятная катавасия происходит, женщина непоследовательна, непрозрачна, чересчур эмоциональна и занимается этими провокациями, обижается, плачет постоянно. Ну, ты можешь представить, что будет после рождения детей. Ты попадешь в такую пропасть, из которой выбраться будет очень нелегко. Ты потеряешь себя, потеряешь свою объективную картину мира. Поэтому прежде чем действовать радикально, используем вот данные механизмы, которые будут корректировать наше отношение к этому женскому деструктивному поведению. И эти же механизмы позволят нам занять сильную позицию, где девушка, жена снова будет испытывать то самое влечение, те самые чувства, как когда-то в начале. Пользуйтесь. Друзья, напоминаю, что открыт канал на Boosty, где я выкладываю эксклюзив. Переходи по ссылке в описании, в первом закрепленном комментарии. И будем на связи.